Hello, my friend. My name is Peter. I'm from Russia. I'm so bad at speak English alphabet. Watching my videos is subtitles. Субтитры же точно так же говорится по-английски, как и по-русски. I'm very fine, guys. И I'm make a point. Subscribe me, like me, and watch my videos. Thanks. И осетровые. Начали уже подниматься растения. Ирисы, это хорошо. Соответственно, здесь у нас вон там плавает рыбина. Рыбина вон вся в порядке. На глубину ушли. Приехал, видите, булькает, в общем, компрессор просто так. Сейчас у нас проблема в том, что тот компрессор, который был сломан, мы заменили временно на компрессор от септика. Сейчас сюда поставлю новый компрессор, вот этот вот Salento тихий, для пруда. Тот отправится, как говорится, обратно работать на септик. Просто, ну, критическая была ситуация, поэтому им пришлось так сделать. Так что сейчас я его, как говорится, одену вейдерсы и его установлю. И у нас еще установка фонтана плавающего. То есть вот этот вот плавающий фонтан сейчас понесу вон туда вот. Буду ставить его, чтобы плавал и давал красоту. О, кот, кот, кот. Муся. Это Муся. Муся, 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 Муся. Муся бегает тут среди рыбок. Смотрит. Муся, кс-кс-кс. Ну куда ты? Куда ты в воду идешь? Куда ты? Куда ты? Сейчас опять намочишься. Ну, в общем, Мусе все по бороде. Муся смелая кошка, пить пришла. Пить пришла Муся. Вот пьет. Вода здесь чистая. Это вот, кстати, к слову о том, что там, допустим, химию, если правильно химию вносить, то никакого вреда для животных она не представляет. У нас тут водомерки еще поселились. Ну, и я думаю, где-нибудь еще и лягушки тоже поселились. Да также эти фламинго поселились, но это шутка. Это не фламинго. И еще надо будет поставить туда вот вниз, надо будет установить скиммер. Фильтр, вот можете посмотреть, какое большое количество кислорода выходит с двух фильтров. Это огромное просто количество кислорода. Но трубу меня попросили спрятать вот туда вот немножко под мост. Но сейчас камушками попробую ее подогнуть, так чтобы она не лила, не бухала, а работала. Так, что у нас еще? У нас вот, сейчас покажу, фильтра, вот, которые устанавливал. Вот этот скиммер я сейчас погружу туда, плавающий. Фильтра, которые устанавливал. Соответственно, вот фильтр вот так вот у нас работает. Здесь у нас грубая очистка производится, да, через губки последующая. Здесь у нас производится предварительная очистка. Непосредственно это у нас работает барабан. В открытом состоянии, к сожалению, барабан включить нельзя, показать, как он работает, так как там защита от дураков. Но вот в закрытом, то есть нажимаем очистку. Зажимаем. Ну, давай. Вот опять защита от дураков сработала. Вот. Ну просто вот он начал очищать, и если крышку поднять, он резко выключится, потому что там высокое давление идет, и это такая вот система безопасности. Кстати, у нас здесь 17 градусов вода, и после того, как он самоочистится, вот видите, сюда сливается зелень, грязь и прочее, да, это в канализацию. Там водоросли, ну то есть мелкие взвеси, которые в барабан поступают, они все потом сливаются вот сюда. И периодически, конечно, надо будет водостоки вот эти вот прочищать, потому что иначе они могут очень сильно засориться. Да что же у нас со вторым фильтром? Тоже сейчас покажем, что у нас со вторым фильтром. Здесь у нас стоит большой уже фильтр. Сейчас открою и покажу. Крышка. Здесь у нас фильтр кипящего слоя, так называемый подвижный слой, да, с биопластиком. Ну, это биопеллетс, наполнитель такой.
Вот, соответственно, сюда были залиты бактерии, и видите, они окрасились уже в такой коричневый цвет. Это хорошо, они слизь и коричневый цвет, это хорошо, значит, бактерии перерабатывают здесь органику. А там, соответственно, у нас барабан, в который поступает предварительно вода, очищается. О! Так. Все, закрыл. И, соответственно, здесь также у нас на нем установлен ультрафиолетовый стерилизатор. А я тем временем, как говорится, про фильтрацию вам все показал. И напяливаю штаны и в воду купаться. 17 градусов, в принципе, приятная вполне себе температура, скажу я вам, друзья. 17 градусов, это он показывает температуру как раз со дна. А сетрам нравится, карпам нравится такая температура, они тут плавают, радуются, почему нет? Почему бы мне не должно понравиться? Вот такой вот у нас комплект получается, распылители. И вот огромное спасибо вот этому производителю, когда кладут 9 на 12. Тройничок, переходничок, потому что нам здесь надо несколько выходов сделать, в том числе и на фильтр. Также здесь есть короткие шланги, у меня армированный, у меня дополнительный еще один шланг. Вот он. И сейчас покажу вам компрессор. Вот такая вот красота. Компрессор из куска алюминия цельного сделан. Вот здесь вот находятся фильтра у компрессора и забор воздуха. Не знаю, пока увидите или нет. В чем плюсы вот таких вот компрессоров? Вот эти вот части у них, да, ну это части охлаждения и забор воздуха сделаны таким образом, что даже если там снег на них или вода падает, то им как бы без разницы. Они стоят себе и молотят спокойно. Так что, в общем, отличный компрессор, в принципе, по адекватным деньгам. И самое главное, это мембранные компрессора, и они довольно тихие. Сейчас буду его ставить под мост. Хотел поделиться, мне тут один из клиентов сказал, видео-то, конечно, норм, но давай больше информации в самих видео. Когда делаете компрессор, не надо там металлические хомуты, они все равно сгниют. Шланг выбирайте всегда, чтобы он был мягкий, силиконовый. Он будет стоить дороже, армированный такой шланг, но если вы оставляете аэрацию на зиму, он за зиму не промерзнет, не отвалится и не треснет. Он будет нормально держать зимой. Обязательно подвязывайте всегда на стяжке все мелкие соединения. Это очень важно, потому что бывает такое, что, допустим, у нас пошла вода обратно, да, здесь вот подмерзла там или забилась, мало ли там, или еще что-то произошло, да, и у нас шланг просто может слететь. Или шланг задубел и слетел, соответственно. Это второй нюанс. И самый основной: всегда, когда крепите распылители, особенно вот такие вот большие, очень важно, тут можете на несколько стяжек сразу их посадить, потому что если распылитель между камней застрял у вас, вы его дергаете, вы выдернете шланг, а распылитель у вас останется на дне. И это очень-очень важно. И еще один момент по поводу распылителей. Вот этот распылитель стоит где-то в районе 1800 рублей. Казалось бы, ну блин, за распылитель, ну это дорого. Но на самом деле это скажут только те, кто ни разу не сталкивался с рассыпанием дешевых распылителей. Дешевые распылители не рассыпаются, разваливаются, отваливаются и прочее. Особенно у них вот не проклеена вот эта вот верхняя часть. И вот этот вот штуцерочек, он со временем там размывается и, соответственно, он вываливается. Вот такие вот это велдовские распылители, да, дорогие, но зато один раз их закинули в пруд, и потом они у вас долго, как говорится, долго и верно служат. И это очень важно. Подведем какой итог, что
Фиксируем все всегда на стяжечке, не на хомуты, потому что хомуты вы можете, конечно, можно на хомуты, но хомуты, они, когда вы их затягиваете, они вот этот вот тонкий пластик может просто треснуть. На 2-3 стяжки можете, ну там в зависимости от того, как штуцер позволяет, да, у вас вот здесь вот нацепить, настолько и нацепляете, для того, чтобы распылитель не вывалился. И, соответственно, закрепим результат тем, что покупаете качественные распылители, потому что вот плохие распылители, я вам серьезно говорю, сколько я с ними намучился. И здесь, кстати, та же самая история. Здесь вот там вот внизу булькает шланг уже без распылителя, который, к сожалению, рассыпался. Я это все собрал. Сейчас полезу вниз, буду это монтировать. И также я еще провел шланг вот вдоль беседки для того, чтобы фильтр подключить, но там снять не успел, потому что, ну, я под беседкой был, там не знаю, как там снимать. А это установку попробую сейчас из-под беседки, оттуда, из-под внутри вам показать. Я в воде, и сейчас попробую вам показать, если получится нормально поставить, попробую вам показать, что здесь у нас происходит. Сейчас, секунду, скользкие очень камни. Сейчас переверну камеру. Ага, вот. В общем, вот такие у нас здесь пироги. Ай, блин. Надо было камеру, блин, на голову надевать. Нет у меня этого, блин, как ее называют, экшн камеры, короче, нет у меня. Поэтому приходится, как есть, лазать, блин, с штативом. Фу. Блин, его бы еще куда-то поставить. Это поставить. А поставить его здесь негде. У меня прическа растрепалась, блин. Все, красавчик. Сейчас это я поставлю вот сюда. Вот. Нет, он упадет так. Блин. Это опасно, блин, опасно. Опасно, все опасно. Все опасно. О. Монтирую компрессор. Вот, кстати, шланг второй. Я его туда вот протянул, и у нас будет воздух и там, и там. И в фильтре, и в воде рыбам воздух тоже будет. Вот так вот по красоте. Как говорил один известный человек, спортсмен и прочее. Вот так вот. Вот так вот. Я в луже. Контент делаем. Чтобы подписывали, ставили лайки. Вам же трешнятина нужна. Вам же не нужен обычный чувак, который ковыряется в воде. Вам нужен трэш, чтобы я утонул нафиг где-нибудь здесь. А вот тогда просмотров будет. Сводки новостей. Предчувствую, как они звучали бы. Молодой блогер залез в воду и не выплыл. Первый запуск компрессора. Там сейчас пойдут сзади пузыри, если что, короче, это не я. Где наши пузыри? Где наши пузыри? Ой, пошло бубулькать. Это не я. Серьезно, это не я. Короче, у меня же на обратной стороне не подключено. А я сейчас шланг поджимаю, думаю, что за дела. Кстати, если вы сейчас слышите меня, значит, можете понимать уровень тишины этого компрессора. То есть он очень тихий. Это огромный плюс, потому что компрессор раздражает прям вот. Гудение его. У меня зад замерз уже. Сейчас я закреплю скиммер и буду отсюда вылезать. А то так, знаете, можно и жопу отморозить.
Запустил я скиммер. Все у нас работает отлично. Воду тянет. К вопросу, почему здесь скиммер плавающий, а не стационарный. Изначально вот те, кто здесь строили пруд, это был не я, к сожалению. Те, кто строили пруд, они почему-то решили, что скиммер этому пруду не нужен. И, соответственно, они не смонтировали изначально, а впоследствии его уже поставить почти не то, что нереально, а просто переделывать придется все, весь водоем. И, соответственно, это очень большие затраты по деньгам. Поэтому было принято решение, ну, соответственно, скиммер сделать вот таким. Вот, кстати, о чем я говорил, распылитель застрянет в камнях. Вот я и застрял в камнях сейчас. Просто я подумал его перенести в другую точку, вот сюда вот. Потому что там скиммер, там он не имеет смысла. Так что вот сюда я его перенесу. Сейчас подтянем его на камень. Вот сюда. Вот. И отлично. И будет он здесь бубулькать. Но на самом деле меня еще попросил клиент, чтобы я вот эту вот трубу, которая вот здесь, вот, чтобы я ее увел под мостик. Но здесь вот какая беда, проблема. Ее под мостик-то нормально и не увести. Сейчас подумаю, в общем, как это можно сделать. Я камни переложил, вывел вниз, и, соответственно, сверху этой трубы будет теперь не видно. Кто вам еще покажет водоем, как говорится, с рыбой от первого лица? Вот подумал, что никто не показывает же так. Ну вот я вам и решил показать пруд внутри. Как видите, вода, на самом деле, вот эти вот барабанные фильтра на прудах, они просто творят чудеса. Вы спросите, нафига ты лезешь туда вниз? Для того, чтобы проверить, какая сейчас глубина, потому что мне сейчас сюда в любом случае лезть. Ох. И мне надо, чтобы я там мог стоять и не утонуть. Ну, плюс еще я, на самом деле, вам рыбу сниму. Рыбы здесь целая куча. О, Тимми. Бедолага Тимми, блин. Жалко его, конечно. Вот так и плавает. Это еще кто там мне под зад дал. Тут карпы, короче, эти здоровые, они вечно норовят. Вон вот это вот огромная бандура. Ой, пытается вечно меня сбить с ног. Он притом агрессивно, он именно не просто вот как, знаете, казалось бы, ну типа как может быть рыба агрессивна, а вот он именно агрессивно. Тимми! Сейчас я вам малыша Тимми сниму. Тимми! Блин, Тимми, конечно, как он живет, я не представляю, но до сих пор вот каким-то образом в таком вот странном виде он живет. Плавает себе, кушает притом, плавает, кушает. В общем, сейчас буду вылезать, буду фонтан устанавливать. И, конечно же, покажу вам на фоне рыб. Вон, видите, плавают вокруг. И Тимми тоже. Смастерил вот такой вот я якорь. Это кирпич и сетка на трос. И для того, чтобы можно было отрегулировать, соответственно, якорь, здесь вот такой вот переходничок. И можно будет, соответственно, сделать выше, ниже. А я пошел грузить воду. Установил, сейчас будем запускать. Так, свет работает. Так, пульт
пульта два просто. Не то. Не то. О! Шла жара. О, да. Ой-ой. Ой, пошла жара. О, пошла. О, какая красота. Фонтан работает хорошо. Почему он не ровно по центру? На самом деле, именно по причине того, что у него очень большой разброс воды. И поэтому ветром периодически сдувает. Поэтому он вот таким вот образом установлен. Ну, слушайте, все отлично, хорошо. Ага, выключили. Включили. А знаете, от чего я так весел? Смотрите. В общем, вот фонтан на пультике. Вы такие сидите, значит, себе спокойненько берете, там надоел шум, хотите маленький фонтанчик. И он у вас фонтанчик меньше становится. Вот так вот. Маленький фонтанчик. Захотели большой фонтанчик. Делайте себе большой фонтанчик. Очень большой фонтанчик. Красота. Вот такое у нас сегодняшнее хорошее завершение. Солнечная погода. Все отлично, все работает. Рыбы все живые. Запустил фонтанчики. Фонтанчики я обожаю запускать, потому что, не знаю, что-то в фонтанах такое интересное есть и крутое. Так что на сегодня все. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прочее, потому что нужно, очень нужно развиваться. А вам до новых встреч!